локация, моя любимая. Хорошие топоры были. По просьбам подписчиков появился у нас новый топор. Но самое главное у топора это не ручка, а что у вас находится на конце. Вот где вся сила остроты. Проверим, на что он годится. Хороший топор. Я его немножко подточил. Обязательно у баранины в спине убирайте желатиновую вот эту вот жилу. Ее кушать нельзя, она не рекомендована. Всем подписчикам привет и гостям нашего канала. С вами студия «Мое мнение». Сегодня хочу вместе с вами приготовить очень древний рецепт шашлыка. Для приготовления нам понадобится морская соль, репчатый лук. Репчатый лук уже около 5000 лет назад появился. Происхождение его практически неизвестно. И нам понадобится винный уксус. Вот на этом поподробнее остановимся. Для того, чтобы приготовить уксус в древние времена, а сейчас такие технологии используют, и он есть и в Европе, очень распространен, и в странах Дальнего Востока, и на юге технология такая существует. Процесс приготовления не очень сложный. Стоило на некоторое время забыть о молодом вине, и оно превращалось со временем в уксус. Мы же с вами выросли на вот таком вот уксусе. Называется, раньше это была уксусная кислота, сейчас он продается 9%, 6%. Могу смело сказать, что эта синтетическая жидкость ничего общего с уксусом не имеет, потому что эта жидкость создана искусственно. И когда-то очень давно на постсоветском пространстве нужно было заменить настоящий винный уксус, либо яблочный, либо с фиников, либо с киви, его делают практически со всего. Была придумана вот такая вот штучка. Кстати, в Германии, в США и ряд других стран уксусную кислоту запрещено использовать в продовольственных целях. Поэтому, когда мы готовили шашлыки на вот такой вот синтетической уксусной кислоте, и у многих ассоциация с кислым шашлыком. Либо мы пересушивали мясо, либо мы пережигали мясо. Поэтому использовать такую жидкость в шашлыке категорически не рекомендую.
А вот винный уксус – это природное явление. Оно получается в процессе ферментации, в процессе брожения молодого вина. Повара многие добавляют такой уксус в десерты. И очень даже вкусно. Я когда первый раз услышал, что их добавляют в десерты, я не мог поверить. Не дали продегустировать, попробовать. Я был очень сильно удивлен. И потом начал увлекаться. И начал немножко копаться в истории, что такое уксус. Уксус – это одно из первых ферментированных веществ человечества. И теперь получается такая штучка, что он не пережигает мясо, не пересушивает, потому что в быстрых маринадах он моментально впитается, зацепится за мясо, отдаст кислоту, отдаст сладость, аромат виноградный. И когда мы его поджарим, кислота сохранится небольшая в мясе, и при укусе вот этот будет сочный кисло-сладкий привкус мяса. Потому что если просто мясо посолить, поперчить, посыпать лук, перемешать и сразу отправлять на костер, ну нужно признать этот факт, что мясо не промаринуется. И теперь возникает вопрос, что такое слово маринад? Какое оно значение имеет? Перцем здесь черным и не пахло в древние времена, потому что перец обнаружен не так давно по отношению к репчатому луку, к винному уксусу. Моя бабушка, когда была в Сочи в свое время, в молодости, она говорила, мы кушали шашлык настолько ароматный, вот именно они знали, что поливали уксусом, шашлычник поливал уксусом, мариновал прямо по ходу события. И никто не мог понимать, что это за уксус. И скорее всего там хранился какой-то маленький секрет. Поэтому такой шашлык не маринуется. Мы быстро солим, выдавливаем лук, взбрызгиваем уксусом, перемешиваем, пока весь костер догорел, и мясо получится нежным, сочным и ароматным. Почему многие говорят, что очень важно, какого качества у вас мясо? Вот поэтому тот человек, который маринует мясо, либо готовит, и он принимает решение, глядя на мясо, сколько ему нужно мариноваться, час, два, три, сутки, двое суток, это все зависит от качества мяса. Потому что если у вас барашек, допустим, молоденький, и вы не хотите использовать тяжелый рецепт, то его достаточно посолить и отправить на угли. Так часто готовят в Азербайджане. Потом добавляется лук. Лук сам по себе явного резкого запаха не имеет. У него есть секретная оболочка. Но как только мы разрезаем, и выходит вот этот аромат испарения, который и пробивает мясо, и дает ему оттенок. Но для такого маринада нужно какое-то время. Возьмем соль. Так как у меня быстрый маринад и практически его вообще не будет, я лук нарезаю очень тоненько, чтобы максимально отдать все концентрированные ароматы к мясу. Соль, лук и сбрызгиваем уксусом. Ох, аромат сразу. Ребята, если вы слышали этот аромат, запахло вином, кисло-сладким таким, с луком. Вот вино с луком, не сухое вино. Уксус и вино разделите на две части. Это абсолютно два разных ингредиента. Настоящий винный уксус, оригинальный, никогда не имеет процентного отношения с водой. Когда пишут 9%, 6%, 4% и так далее. Поэтому его готовят определенные партии, добавляют винное сусло, и мы получаем 5-6% уксус винный. И ту же процедуру повторяем с обратной стороны. Баранину солим хорошо. Есть у меня сок луковый. Ничего у меня здесь нет. Я в описании оставлю пару ссылок на уксус. Почитайте для себя. Для развития очень сильно поможет. И сделайте выводы и примите для себя решение. Потому что для нашего с вами объема, когда вы маринуете для себя, для семьи, для друзей, вы всегда сможете найти качественный продукт. Такая бутылочка мне обошлась в $4. Грубо говоря, мне ее хватит на 3-4 раза. Для того, чтобы были хорошие угли, дрова колятся 4 на 4, 5 на 5 сантиметров.
И тогда они равномерно прогорают, трескаются, у вас будет получаться хороший уголь. Если будет сильно крупный, он будет обугливаться, уголь будет мелкий. Если будет сильно мелко наколотые дрова, они у вас быстро перегорят, ветерком их сдует, и будет у вас один пепел. Запечем острого перца. У меня есть 20-е шампура для более крупных кусочков. Если чересчур мелкие, я могу одеть, у меня есть 14-е шампура, 15-е, ширина. Тот же самый материал, практически не прогибается, только под усилием большим. Почечная часть. Вырезка внутри баранчика. Эксклюзив. Все, отдели, лишний лук убираем. Лук, которым я буду посыпать мясо, я нарезаю максимально тонко, залью его холодной водой и просто буду посыпать потом сверху. Сейчас жар немножко подсядет и начнем готовить. Пусть минутку отойдет. Вот что у нас получилось. Аромат стоит от перца, от мяса, от лука. Просто, очень хороший. Мясо не жесткое, в нем есть текстура. Уксус подчеркнул кисло-сладкой резкостью, вот именно этот привкус мяса. Попробуем корейку. Ребята, это бомба. Закусим перчиком. Возьмем лавашек. Мое мнение, однозначно повторите это блюдо. Всем приятного аппетита, до новых встреч. Пока.